Итак, всем доброй ночи, друзья мои, потому что э, сейчас ночь, и, честно говоря, уже пришел такой, знаете, созрело. Пришел момент, чтобы я сняла по новой ролик о том, как и кто получит моей помощи, а кто не получит ничего. Дело в том, что в таком режиме работать уже нереально и невозможно. Просто невозможно, потому что эта толпа, вот эта отара – она может своими, знаете, копытами просто тебя растоптать и побежать вперед, как умалишенные сумасшедшие, и абсолютно не обращать внимания на то, что ты человек живой, и ты устаешь, и ночью ты хочешь спать, в конце концов, и ты не обязана читать эти все бредовые опусы вот этих душевно больных теток и прочее. Дорогие друзья, я поняла одну вещь. В этом мире, чем больше ты хочешь быть хорошим, тем хуже начинаются к тебе отношения. Честно говоря, с меня хватит. У нас с Яной просто нет выходных, вот до умопомрачения работаем. Совершенно. Вы ездите на моря, вы куда-нибудь на отпуск, вы где-нибудь отдыхаете, вы в кафе выходите, в ресторан. Мы можем неделями, сидя дома, работать. А почему так происходит? Потому что мы тратим свое время в основном на вот эту невежественную толпу, я бы сказала, больше, чем на достойных людей. Потому как, желая объяснить людям, донести до них и прочее, прочее, мы теряем просто время. И получается, что в день, вот знаете, 200 дебилов нас изматывают до такой степени, что уже до нормальных людей у нас терпения нет, не доходит, и мы просто говорим, напишите завтра, завтра ответим, посмотрим, можно вас взять на прием или нет. Все, друзья мои, больше такого не будет. Устали мы. Устали мы. Благодарности ноль. Благодарности абсолютно ноль. Все это воспринимают как должное. Я сегодня блокировала человек 30, наверное, под роликами, которые писали, а где слова? Мне не хотелось их обматерить, просто заблокировала, потому что надо быть полнейшей мразью, чтобы посмотреть под ролик и не захотеть даже почитать под роликом эти слова и написать, а где слова? Значит так, слушаем сюда внимательно все. Впредь люди, которые приходят к нам, должны изучить мой канал хотя бы недели две. Недели две. Напоминаю, когда вы пишете Инга Яна, это раздражает. Мы не сиамские близнецы, мы не живем в одной квартире. Вам уже 60-70 лет, вы должны уже научиться нормально по-людски обращаться к человеку. Если вы пишете Яне, значит ее имя произносите. Если мне пишете, мое имя. Следующий момент. Я сейчас перечислю, каких людей мы будем кидать сразу в черный список, без разговоров, вообще без каких-то разговоров. Разговоров с вами больше не будет. Все. Разговоры закончились. Эти разговоры ведутся больше уже 4 лет, пытаясь до вас достучаться, что, дорогие друзья, надо вот так вот, надо думать, надо смотреть. Мне абсолютно начихать, в каких форумах пойдут напишут. Вот они сразу в черный список заносят. Хочу и заношу, не ваше собачье дело. Я вам ничего не должна. Я у вас деньги брала? Нет. Ну в чем проблема? Хочу заношу. Я тебе что-то должна? Нет. В чем проблема? В чем претензии? Не хочу с тобой говорить и не хочу. Мое право, извините меня. Кто вы такие вообще мне навязываете это? Вот ведьмы так не грубят. Да кто вообще есть? Чьи вы собаки, чтобы знать, какие ведьмы должны быть, грубят они или нет? Откуда вы знаете? Вы жили жизнью ведьмы и знаете, это все равно, как я скажу, хирурги должны вот так делать. Откуда я могу знать? Я хирургом в жизни не была.
Я, может, изучала их жизнь, может, знаю какие-то жесткие, сильные личности, но я не работала их режимом, понимаете? Чтобы сидеть и говорить, а вот хирурги вот так не должны разговаривать. Как я могу это говорить, если я не хирург? Я не была в их шкуре. Понимаете, мы говорим, врачи грубые. Врачи выходят из операционного, только вышли, вместо того, чтобы спросить, как там мой родственник лежит, спасибо, доктор, что ему жизнь спасли. Уже первый вопрос там, вы нам справку выпишите, вы нам лекарства бесплатно можно у вас взять. Вы... Понимаете, если вы быдло, к вам отношение будет соответствующее. Чему вы удивляетесь? Я помню, когда я лежала в больнице, у меня было кесарево, и мне нельзя было вставать. И мама моя приносила там конфеты, шоколад, благодарила врачей, ну, в общем, после рождения ребенка. И вот они всю ночь, медсестры, по очереди дежурили. И мы все время оплачивали их труд. Потом пришла другая женщина тоже рожать, тоже родные пришли, столько всего там врачей угощали и так далее, и так далее. И вот те, которые лежали, те, которые не хотели даже лекарства за свой счет купить, сетовали, знаете, вот, ни хрена себе, у некоторых за детьми ухаживают всю ночь, а мне вот привозят. Я говорю, намек в мой огород, так я тебе скажу, я оплачиваю этот уход. Она имеет право вставать ночью, имеет право не вставать. Она сейчас по новым законам приносит сразу ребенка и ложит рядом с матерью. Она может вполне сказать, я не обязан за твоим ребенком ухаживать, и будет права. Я оплачиваю это. Понимаете? А вы ни хрена не делаете, но вы хотите, чтобы к вам было такое же отношение, как и ко мне. То есть, вот видите отношения, почему она вот всю ночь не ухаживает, а я ничего ей не обязана и не хочу. Вот такое же отношение. Пусть все мне делают, а я даже элементарной корректности проявлять не собираюсь. Не собираюсь. Все вы хавальщики, все вы пользователи, дайте, принесите, пишите, ответьте. Благодарность есть? Нет. Уважение есть? Ноль. Хватит с меня. Сколько можно? Я Яне точно так же сказала. Она человек очень вежливо, очень достойно отвечает, но я сказала, Ян, вот есть определенные критерии. Эти люди написали, заносишь черный список. От этих людей все равно толку никакого не будет. Если человек изначально себя повел как свинья, никакого смысла нет с этим человеком вести какие-нибудь разговоры. Все равно плохо закончится, все равно закончится оскорблением, все равно закончится грязными словами, а потом остается осадок. Знаете, не хочется ничего делать ради людей. Думаешь, ради этой вот отары вот так вот я буду делать, печатать, говорить, показывать, рассказывать, и они меня оскорблять будут за это. А они будут ходить в форумах, писать гадости нам. Какого черта? Зачем? Давайте сразу будем выкидывать к чертовой матери, и все на этом. Дорогие друзья, нормальные, адекватные люди не получают этого внимания из-за того, что... А это всегда было. Быдло ты не скажешь, быдло прет, понимаешь? Быдло прет. Вот как буйволы на маслобойне. Быдло прет. Ему все равно. Ему не объяснишь. Послушайте, сейчас 2 часа ночи, между прочим. Ну, я видела, у вас там прямой эфир, я решил позвонить. 2 часа ночи, уважаемый. Нормальный звонок 2 часа ночи. Видеозвонок мне. Причем очень долго звонят, несколько раз, 5 раз, 10 раз. Ни стыда, ни совести, ничего. 2 часа ночи, 3 часа ночи. Вообще чихать хотели. Мне надо сейчас. Ну и что, а вот вы и говорите, что вы людям помогаете. Вот и видно, как вы помогаете. Объясни ты быдлу, скажи, быдло, знаешь что? 2 часа ночи – это мое время. Даже если я в прямом эфире, это не значит, что ты должен 2 часа ночи мне звонить. В 5 утра, 6 утра видеозвонки. И вот, что я хочу вам объяснить, что вот из-за этого вот быдло, понимаете, из-за вот этой вот безмозглого сброда страдают люди, которые хотят моей помощи, например, но я весь день не могу до них дойти. Я не могу, люди пишут мне, просят помощи, пишут Яне.
Но пока один раз они написали, уже 200 быдла сверху кинули, понимаете? Одно то помоги, то второе помоги. Женщина сегодня меня вывела, просто вывела. У ее дочери рак. Она кинула фотографию Яне помочь. Я сказала, я возьму, попробую ей помочь. У нее ребенок, да, я сделаю все, чтобы она жила. Сегодня мне, значит, я спускаюсь на почту, идет СМС. Моя дочь будет жить, причем без вопросительного знака, без ничего. Валентина. Я говорю, я не поняла, кто вы вообще? И вы вопрос задаете, или вы факт какой-то? Я ничего не понимаю, вы кто? Я кидала фото дочки Яне. Я ей сказала все, что думаю о ней. Вот просто самые последние слова на земле, которые существуют. Понимаете? Почему? Потому что меня это вывело. У тебя, тварь, умирает дочь. Ты человеку, ладно, ты мне не написала, кинула там Яне, например, да? Просто кинула Яне фотографию, попросила помощи. Попросила или тоже сказала, непонятно. Но ты, тварь, пишешь человеку, от которого зависит жизнь твоей дочери. И ты не пишешь, например, здравствуйте, Инга. Вот я вот кидала фотографию дочери, скажите, пожалуйста, она будет жить? Ладно, я бы поняла. Она волнуется, хочет спросить, будет ли жить. Я тебя спрашиваю, вы кто? Я фото кидала дочке Яне. Ты, тварь, приходишь просить помощи для онкобольного, когда я себя должна извести просто-напросто, через себя пропускать ее болезнь, болеть несколько дней, чтобы твоя дочь ожила. И у тебя даже культуры нету этому человеку сказать, вы знаете, я фото отправляла, поэтому спрашиваю, хотя бы так. Вы что себе позволяете? Вы что думаете, что если эта Хосроева сказала, я даром помогаю больным, детям и вообще безнадежным, она обязана, да? Это ее святая обязанность. Мне мужик из Казахстана кидает фотографию. Сергей, столько лет рождения, 3-я стадия рака. Я говорю, дальше что? Ну, вы же говорите отправить фотографию. Я говорю, я лично тебе не говорила отправить фотографию. В чем дело вообще? Ну, а что вы тогда говорите, что вы помогаете? Я говорю, уважаемый Сергей, а тебя не учили, что если у тебя онкология, тебе нужна жизнь, хотя бы, сука, пишешь человеку, здравствуйте, можно спросить вас или попросить? Тебя не учили, твою мать, что когда ты стоишь уже на краю смерти, можно хотя бы человеку сказать здравствуйте? А что вы морочите тогда голову, что вы лечите? Я сказал, пошел нахер отсюда, сдохни. Ты должен сдохнуть, тебе жить незачем. Выводят, понимаете? Те, которые сидят, обсуждают, вот она грубая, туда-сюда, они в жизни никому кусок хлеба не выносили. А я 1000 жизней спасла. Но всему есть предел. Вы что думаете, что если вы умираете, у вас смертельная болезнь, это дает вам право вот так вот, как животные себя вести? Да животные, с животными сравнивать не хочу. Животные чувствуют, понимают человеческую доброту. Люди животных на улице подбирают, приносят домой, выхаживают. Эти животные самые верные. Они чувствуют доброту. Знаете, как они молча переносят все эти процедуры, все эти уколы, операции? Молча. Они знают, что это все для них делается. Они не волка спасли, волка вынесли, волка из проруби. Замерзал он там, умирал. Вынесли волка. Хоть бы кого он укусил. Ему искусственное дыхание делали, потом его выхаживали. Он тихо, молча подчинялся ни на кого, даже не рыкнул. Животные чувствуют и понимают, что этот человек им помогает, они проявляют уважение. Лев, который женщина львенка спасла, помните, в зоопарк потом сдала. Лев, который помнил ее, побежал, начал обнимать. Что мы сравниваем с животными? Это даже не животный мир, это непонятно. Ты умираешь, тебе сказали, что тебе жить не осталось. Понимаете? Тебе говорят, жить тебе не осталось времени.
И ты даже не считаешь нужным хотя бы уважительно сказать: здравствуйте, Инга. Я же не говорю, кланяйтесь мне. Я не говорю никогда вот эти жополистские мне лозунги писать. О, вы великая, лучше всех. Я всегда говорила: хватит, не люблю я это все. И, как правило, кто там изначально пишет: вы лучше всех, лучше вас нету, потом сразу начинают: а помогите сыну, помогите мужу, помогите тому и этому. Я людям помогаю, они даже годами исчезают и спасибо не говорят. Они появляются только после того, как им еще что-то нужно от меня, понимаете? А я их помню. Я говорю: а вы были полгода назад, у вас все хорошо? Да, да, тогда все хорошо. А почему вы не появились? А, спасибо сказать нельзя. Я тысячам помогла. В этом году я очень, прошлым, извиняюсь, очень большому количеству людей помогла. Очень большому, дорогие друзья. Пишут они Яне: спасибо, все хорошо, спасибо. Редкий случай, там напишут сухо: все хорошо, все получилось. Вы думаете, один из них сказал вот этому человеку хотя бы спасибо сказать? Зачем? Зачем? Она же бесплатно, она же сказала, что помогает. А я могу любой день сказать: все, я больше не помогаю, до свидания, я больше не принимаю больных, извините, до свидания. Люди веками жрут, уничтожают благородных людей, соедают просто. А потом говорят: почему наша цивилизация гибнет? Да потому что сброд вы, сброд. Я в таком режиме работала. Я уже превратилась просто в овчарку. Но Яна сейчас, она переходит в это состояние, понимаете, работы. Поэтому я ее понимаю. У нее уже истощение, она уже устала. Причем она не хочет никому грубить, чтобы, как она говорит, завтра не сказали: вот там мы обращаемся, они нам грубят, они на... Но они уже ее оскорбляют, они уже проститутка, шлюха, кем только не обозвали. Они ее уже оскорбляют, понимаете? Сколько можно? Я хочу мужа вернуть. Инга такие вопросы не рассматривает. Мне пишут: что это твоя помощница, вот эта вот шалава вот такая вот так пишет. Конечно, я их пошлю на 3 буквы, это понятное дело. Но я не хочу, чтобы до этого дошло, дорогие друзья. Я-то сильный человек, я железный человек. И она сильный человек, но я чувствую свою вину, что я ее попросила записывать ко мне, потому что я не успеваю. И так получается, что нормальный человек не может до меня пробиться месяцами, а животный мир пишет мне сутками, мотает нервы, дальше идет в форумах писать, какая я плохая, какая я такая сякая, какая я грубая, какая я тварь и так далее. Так давайте сделаем по-другому. Поменяем немного, скажем так. Вот, пожалуйста, животный мир. Здравствуйте, лечите от сонного паралича. А я сейчас про сонный паралич говорю, как вы считаете? Пожалуйста, вам пример истинного быдла. Посмотрите. Их везде. Иного выхода нет. Надо какую-то защиту из этого, вы знаете, от всего этого придумать новую, просто новый метод работы, иначе нас надолго не хватит, просто мы устанем от этого всего. И самое интересное, страдают нормальные люди, которые могут получить помощь. Люди фотографируют свой геморрой, люди фотографируют свои гниющие пальцы, люди фотографируют свои там гниющие лица, просто отправляют тебе. Утром просыпаешься, пол телефона в таких фотографиях. Я говорю: зачем вы это отправили? Но вы же лечите. Не здравствуйте, не можно обращаться, а можно я... Подготовьте человека, можно я отправлю фотографии, его есть такой человек, болеет, можете помочь. Нет, зачем? Они просто фотографируют это вот дерьмо и отправляют мне. Я открываю вот это фото, так приятно вообще. Я уже чуть ли не, извините, в туалете сидя, записываю, пишу, говорю, объясняю, потому что у меня времени уже катастрофически. Я устала, люди, я же тоже человек. И я хочу заниматься книгами, я хочу заниматься своим каналом, я хочу заниматься своей личной жизнью, в конце концов. Я своего мужа на несколько месяцев вообще отправила и сказала: все, ты своими делами занимайся, пока меня не трогай. Я должна вот это завершить, потом приедешь. У меня своей личной жизни вообще нет. Вы можете понять? Я живу отданной полностью человечеству.
Но получается, что это все бессмысленно, и вот это просто, как вам сказать, это неправильно построенная работа получается, что я трачу столько энергии, а отдачи я не получаю ни от кого. Я не получаю отдачи, я объясняю человеку, я говорю человеку, человек меня уже доведет, я его нахер посылаю, иду дальше писать, я плохая, такая-сякая. То есть я отдаю всю себя, всю энергию, а в ответ я потом читаю гадости обо мне. И никогда в жизни такие отсталые люди, вот это стадные существа, никогда в жизни это не оценят, не увидят. Это бесполезно. Поэтому давайте так сделаем. Не будем мы свое время занимать этими идиотами в ущерб нормальным людям. Нормальному человеку пробиться ко мне невозможно месяцами. Потому что у меня нагрузка огромная. Потому что пишут сутками абсолютно тупые. Сегодня сколько людей? Сегодня кто-то позвонил мне из Дагестана, орут там, плачут, кто-то плачет куда-то. Ну, ладно, один раз поняла, ошиблись номером, 5-6 раз звонят. Я в конце говорю, вы мне надоели уже. Вы посмотрите, кому звоните, вы меня сбиваете. Мужчина звонит 12 ночи. Я говорю, уважаемый, вы на время смотрели? Ну, смотрел, и чё? Я говорю, иди нахер, вот чё. Это создает раздражение, понимаете? Это уже, ну, уже трясучка внутренняя, все, уже невозможно это все, это выносить. И чем больше людей тебя узнает, я всегда была против, вот когда хотели, например, раскрутить канал, фу ты канал, господи, сайт мой, извиняюсь. Раскрутка это означает, как бы поднимают его на Яндекс Директ все время. Хватит мне эти тупые советы, не обращайте внимания. Когда ты будешь работать сотнями, тысячами людьми, не обращай внимания, заткнитесь уже. Заткнитесь, закройте свой рот. Я здесь говорю, буду обращать внимание или нет, это не ваше дело. Затыкайтесь. Значит так. Вот когда хотели Яндекс Директ сделать сайт, один раз сделали мой сайт, старый еще сайт. И столько бытла пришло, начали звонить, писать. Я вышла из себя. Потому что люди, которые тебя не знают, не изучили, не понимают, кому идут, с этими людьми с нуля объяснять все очень тяжело. Я говорю людям, вы приходите ко мне, изучите мой канал, чтобы понять, что я за человек, как ко мне обращаться. Вы обращайтесь ко мне, здравствуйте, Инга. Здрасте, помогите, у меня проблемы. Здрасте, мне там кредит взяли, дайте ритуал, чтобы кредит закрыть. А у вас есть ритуал удачи, помогите. Я могу игнорировать. Могу игнорировать. Но это пишется 50 раз. Захожу, кидаю черный список. С другого телефона пишут. Здрасте, вот вы сейчас кинули черный список, помогите, я... Пишут уже тебе в телефон. Пишут Яне. Они не понимают, зачем их кинули черный список. Понимаете, у них для этого мозга не хватает, чтобы понять, а почему меня кинули черный список. Потому что я говорю человеку, помогите мне закрыть кредиты. Как мне закрыть кредит? Или Сергей, онкология 3-я стадия. Или кидает лицо уже сифилисом, просто сгнившееся лицо пишет. Помогите, у нее последняя стадия, или просто кидает, ничего не говорят. Хватит свои вонючие ноги, жопы, блядь, фотографировать и отправлять мне. Какой-то животный мир, ей-богу, это нереально уже, это не просто, ну уже все. Это уже психоз уже у меня, трясучка. Люди хотят абсолютно никаких усилий, ничего делать, просто, понимаете, вот абсолютно ничего не делать. Сидят свои сны дебильные мне рассказывают. Я вот такой сон видела, потом вот так было во сне. Я говорю, слушайте, не занимайте мое время, идите сонники посмотрите, что там означает. Они думают, что если я ведьма, я так счастлива сутками сидеть и читать их бред.
поддакивать. Здравствуйте, обучение, вот ваше обучение. Здравствуйте, я начинающая ведьма. Здравствуйте, из чего там, какие травы я начинающий. Какие ты нахер начинающие, 50 лет уже одной ногой в могиле. И миллион раз сказала же, миллион раз сказала, я никого ничему не обучаю. Магии обучить нереально. Ведь сняла я ролики, ведь сняла, сказала, кто такие ведьмы, сказала, что такое колдовство, что такое родовая сила. Ведь сняла и сказала миллион раз. Значит так, впредь. Можете обижаться, можете нет, абсолютно чихать я хотела. Значит так, с сегодняшнего дня любой, кто позвонил мне посреди ночи, окажется в черном списке, даже если у него вся семья вымирает, ему очень нужна помощь. Мне плевать. Звонки ночные, черный список. Раз. Обращение без имени, фамильярно. Обращение вот так вот непонятно о чем, черный список. Голосовые сообщения, черный список. Потому что я сказала русским языком, что у меня очень перезагруженный чат, голосовые не открываются. Я человеку пишу, голосовой не отправляйте, я не могу открыть. Он опять голосовой, снова голосовой, в черном списке, все. Помогите вернуть мужа, черный список, без вопросов. Делайте расклад на сына алкаша, черный список. Бешеные бабки будут писать мне каждые 2 секунды по 50 смс, черный список. Огромный двухметровый смс, черный список. Здрасте, Инга Яна, черный список. Дальше. Это знаете, что означает? Это означает, что шанс потерян навеки. Вот я ходила к одной бабке, она вот экстрасенс, потом другая бабушка сказала, вот у меня вот такая вот это, вот у меня то, черный список. Любое быдло в черный список. Все. Это нереально невозможно. Это просто уже невозможно. Отправили свои гнилые задницы, сфотографировали. Черный список. Мы с мужем, вот мой мужчина, мы подходим друг к другу. Как вы считаете? Я говорю, ты под него, когда ложилась, раздвигала ноги, не думала о том, он подходит тебе или нет? То есть трахаться с ним это нормально, можно. А вот подходит нет, ты еще не определилась. Но под него уже легла. Черный список. Будем ли вместе? Черный список. Сегодня Армения с ума сошла. Сегодня из Армении уже 500 человек. То позвонили, то написали, то кинули своих мужиков. И самое омерзительное, когда они потом удаляют. Вы настолько безмозглые, дебильные существа, что не понимаете, что эти фотографии остаются в телефоне. Хочешь удаляй, хочешь не удаляй. Если ты фотографию человеку отправляешь, фотография остается у него в телефоне, в альбоме телефона. Вы что думаете, вы удалили фотографии, все закончилось? Да оно у меня осталось в альбоме. Насколько... О чем это говорит? Что у вас душа гнилая. Вы почему удаляете сообщения свои? Чтобы завтра сказать, вот я ей сказала, здравствуйте, Инга, вы такая хорошая, а она меня вот так вот обозвала. Вот зачем. Значит, вы трусливая тварь, и не зря ваша жизнь такая. Чтобы доказательств не было того, что ты несла дебилизм. Понимаете, вы хитрожопые, вы не просто дуры, вы очень хитрые. Если человек изначально ведет себя подло, с ним больше разговаривать не о чем. Отправлять свои фотографии. Я сказала одной, а что за проститутское лицо вообще у тебя? Ты еще удивляешься, что тебя замуж не берут. Ты посмотри на себя, ты на себя смотрела давно? Даже на трассе и те так не красятся, как ты накрашена. Кто тебя возьмет замуж? Ты себя видела в зеркало? Брови как будто, я даже не знаю, что там за брови вообще. Как эти дубинки приклеенные. Что это вообще за вид? Вот ее замуж не берут. Да кто тебя замуж-то возьмет? Тебя даже для одной ночи брать не будут.
Значит, слушайте меня внимательно. Все страны СНГ. Совершенно не касается какого-либо одного народа. Отовсюду это прет. Отовсюду. Это ужасно. Кто мне написал? Делайте расклад черный список. Как я работаю, вы прекрасно знаете. Вы приходите, пишете Яне. Здравствуйте, Яна, у меня есть... Я хочу записаться на консультацию. Вот у меня такой-то вопрос примерно. Почему она говорит, по какому вопросу, объясняю для особо одаренных. Потому что они говорят ей по личному вопросу, приходят, говорят, мужика вернуть. Чтобы потом лишнего разговора не было, изначально сразу говорим, значит, ну, примерно, что вы хотите. Ну, вот у меня какие-то... Нормальный, адекватный человек. Обращайтесь так. Здравствуйте, Яна. Хочу записаться на консультацию. Вот у меня там такая-то проблема. Не знаю, внутренние страхи, какие-то неудачи постоянно. Ну, или что-нибудь еще, что там есть в жизни, да? Все. Если человек начинает писать, я мать-одиночка, мне очень тяжело, я вообще без денег, я умираю, не надо мне это писать. Если вы пришли без денег, без никакого состояния и так далее, я помогаю очень многим без денег. Но дело не в деньгах, дело в том, что если ты любишь ныть, тебе никто не поможет. Пожалуйста, весь канал в твоем распоряжении. Любой, кто напишет, уже обнаглели, я не пишу. А текст будет, а текст киньте сюда. Я ей сказала, абсолютно не переживаешь и не думаешь о том, что кто где скажет. Плевать нам на них, вообще чихать. Мы им ничего не обязаны и не должны. Кому я буду помогать, кому нет, решаю лично я. Так вот. Любой человек, который, не изучив канал, не поняв, кому пишет, будет писать СМС о помощи, уходит в черный список. Все. Больше этот человек шанс не получит. Приходите 2 недели, изучайте канал, чтобы понять, что я за человек, что из себя представляю и так далее. Только после этого смейте мне написать. Любой, кто напишет «вернуть мужа», черный список. Вот это самое, я знаю, на нем магия, он бы не ушел. Конечно, очень легко сваливать на магию подлость человека. Это так приятно. На нем магия, а он сам-то не подонок, просто у него там магия. Любой, кто приходит как профессор, знаете, у меня вот это, у меня вот то, черный список. Любой, кто скажет, я тоже ведьма, просто немного вижу, вот у меня еще дар какой-то есть, черный список. Дальше перечислять. Одним словом, любой, кто умом не блещет, уходит черный список. Я хочу наконец-то работать с нормальным народом. Я не хочу больше тратить свое время на быдло. Не хочу, устала. Хватит с меня. Реально хватит. Обращаться ко мне по имени. В воскресенье не писать. Дайте нам хоть один день от вас отдохнуть. Ночью не звонить. Утром ранним видеозвонки не кидать. Ни одна тварь утром ранним 5 утра не будет звонить в видеозвонок. Прекрасно понимая, что человек с просонья, уставший. Мы с утра даже на себя в зеркало смотреть не хотим, потому что мы абсолютно не в таком виде, не очень приятном. А я должна, значит, вставать в 5 утра, включить видеозвонок и с какой-то мразью разговаривать по видеозвонку. Дальше. Больше на быдло ни нервов, ни времени уходить не будет однозначно. Больше, вот я даю себе честное, благородное слово, ни на йоту, вот ни секунда моей жизни не будет уходить на быдло. Черный список. Недовольны, ёбан забитый. До свидания. Недовольны, идите. А чем вы недовольны? А кто вы такие, чтобы быть недовольны? Я не пойму. Какое имеете право быть недовольны? Не хочу и не делаю. Это мое право. Хочу, помогаю, хочу, не помогаю вам.
С чего я должна перед вами отчитываться, я не пойму. Удивляется потом. Вот, я написала историю своей жизни, она меня просто черный список. А нахрена мне нужна история твоей жизни? Я могу историю своей жизни написать тебе, и ты упадешь со стула и сдохнешь от ужаса. Почему я должна историю твоей жизни читать? Объясни мне. Помогите, у ребенка простуда, помогите. Почему я должна лечить простуду твоего ребенка, если ты можешь задницу поднять и ребенка отвезти к педиатру? Почему, спрашиваю, вопрос. Все, дорогие друзья, хватит. Эта толпа просто растопчет мою душу, и все мои, знаете, светлые намерения на этой земле растопчет и пойдет вперед. И даже не заметить, что было сделано для них. Помните, да, сердце Данко? Когда выскочили все, его растоптали и побежали. Похрену было, что это сердце их вывело из темноты и спасло. Вот так и поступают все. Надо любить себя больше. С этого дня я буду любить себя. И больше не буду слышать никакие нелицеприятные вещи насчет того, что вот нас оскорбили, обидели, и не знаю что. Чихать я хотела на ваши оскорбления, на ваши обиды. Вам предоставили больше 5000 работ абсолютно даром. И лекции, чтобы вы поняли, почему в вашей жизни так происходит. И объяснения. И по полкам разложили все мироздание. И сказали, какие работы вы можете выполнить, как вы можете выйти из темноты, из трудностей. Многие так вышли, многие нашли себя, многие поняли, что можно делать, как можно пойти вперед. Эти старинные древние ритуалы, и мои, и основа более сильные такие этнические знания. Это все было положено на алтарь человечества, чтобы люди жили хорошо. И кто меня услышал и кто взял и сделал, многие люди даже не говорили мне абсолютно, что они делали ритуалы. Потом говорили год, два, говорили, вы знаете, Инга, мы 2 года делаем ритуалы, мы уже купили квартиру в Москве, мы уже купили дачу. Мы просто не пишем, не говорим, но мы молча каждый день с мужем что-нибудь делаем. И мы так вам благодарны, вы не представляете. Тысячи людей молча, ничего не говорят, ничего не объясняя, ничего не спрашивая, просто зашли, начали делать люди. Когда я сказала про Луну 1 000 000 раз, я сняла про Луну, Луна в магии, чтобы объяснить людям, когда Луна влияет на что-либо. Когда я сказала про алтарь 1 000 000 раз, мне пишут, что такое алтарь, а как его делать, где заказать. Сколько это реально и возможно терпеть? Сколько? На моем месте те, которые облаивают меня, будьте любезны, вы когда-нибудь сотни людей работали вообще? 100 человек писали вам в день? А мне тысячи пишут. Тысячи. Конечно, много положительного, потому что я на износ работаю, чтобы у меня работа давали результат. Но я могу больше времени уделять и себе, и своему здоровью, и своей работе, своим книгам. Мы книги не можем новые никак выпустить. Времени нет. А на кого мы тратим время? На хороших людей? На нормальных людей мы тратим время? Нет, мы тратим время на быдло. На сброд. Сброд, который даже не заметил, что ему говорят: послушайте, откройте ролик «Алтарь в магии» и посмотрите внимательно. Вам там все сказано, объяснено. А вы сами не можете мне сказать 2 словами, мне сейчас некогда. Иди нахер отсюда! Вот меня послали. Человеку говорю, изучите, посмотрите мой канал, чтобы понять, кому вы пишете. А что, я должна все это посмотреть? Да. Да, ты должна все это посмотреть, чтобы понять, кому ты идешь. А что, нельзя по-быстрому сделать расклад, посмотреть, да и все. По-быстрому тебя, дур и таких, как ты, обувают вон эти наши супергадалки. По-быстрому. Вот по-быстрому они сделают. Я не привыкла по-быстрому что-нибудь делать в жизни. Я делаю как надо. Вы знаете, дорогие друзья, есть Шанель, а есть духи, там китайская подделка по 50 рублей.
Так вот, те, которые по 50 рублей предпочитают взять, они никогда в жизни не поймут, как можно вот знаете, как говорят, при трезвом уме 7 тысяч отдавать на духи Шанель. Если можно пойти за 50 рублей купить похожий, нарисованный с такой же картинкой. Ты никогда не объяснишь, что настоящие духи – это настоящие духи, а это херня, ослиная моча, которая улетучивается через 2 минуты. И которая вредна для твоего здоровья. И которая потом превращается в очень противный запах. Никогда ты не объяснишь, почему ты предпочитаешь настоящие духи и платишь за них 7 тысяч. Потому что эти духи ты можешь годами пшикать. И оно очень приятно пахнет. А я видела людей, которые вот этими подделками пшикаются, с ними рядом стоять невозможно. Просто как дихлофос. Жутко насыщенное, прям вот это чувствуется. Такой сладковатый, вот блевануть охота. Зато дешево. Так вот, я вот как раз те самые духи Шанель, которые доступны немногим и понятны немногим. А все остальное пускай идут вот в свой кишлак и покупают вот этот ширпотреб за 50 рублей. Я устала. Я просто устала. Те, которые приходят, мне говорят, у меня нет денег, я не могу к вам обращаться, у меня такая ситуация, помогите. Я говорю, я поняла вас. Вот ваша проблема в чем состоит? Вот мне там долги, с долгов не могу вылезти. Я говорю, вы знаете, я несколько ритуалов недавно подарила, выйти из долгов, закрыть эти долги. Ой, а я боюсь делать. Ну, боишься, значит, в долгах сиди. А вы можете за меня сделать? И как не послать это существо куда-нибудь подальше? Скажите мне. Я боюсь делать, у меня долги, я бедная, несчастная. А ты за меня можешь сделать? Я устала. Я действительно устала. Да ничего они не боятся, Елена. Они ничего не боятся. Они просто, знаешь, когда человек ничего не платит, ничего не отдает, даже энергии не платит, ему пофигу. Ну, получится, получится, нет, так нет. Получится, скажет, вот это совпадение было. Не получится, скажет, ну, она аферистка, ничего не получается. Понимаете? Я сама решу, мне нужно в отпуск или нет. Хорошо? Мне не в отпуск нужно. Мне нужно просто раз и навсегда понять, что я должна концентрироваться на нормальных людях. И быдло я должна отсеивать. Вот и все. Безжалостно причем. Безжалостно. Все, дорогие друзья, с этого дня все, кто изначально не понравился мне или не так написал Яне, оказывается в черном списке. В воскресенье не пишем, не звоним абсолютно. Пишем смс на WhatsApp. Вайбер мне не пишем. Я Вайбер не могу удалить, но удалю скоро. Дальше. Километровые письма оказываются в черном списке. Все, кто приходит по поводу алкашей, своих мужей и не знаю кого, в черном списке. Все, кто неуважительно обращается без имени, без ничего, в черном списке и так далее по списку. Сейчас с вами воевать больше никто не будет и объяснять никто не будет. Мы еще пытались до вас достучаться, просто пытались вам объяснить, внедрить в мозг, что, дорогие друзья, ну так нельзя. Вы видите, что вы не правы, мы вам объясняем, так нельзя, это бесполезно. Хватит, идите далеко. Хватит. Вот так вот. Я свое время потрачу на нормальных людей, которые готовы и оценить мой труд, и благодарить меня, и видят это, и замечают это. Понимаете, весьма интересно и приятно, когда ты читаешь у адекватных людей, которые врачи, учителя, ученые и так далее, которым ты помогла в какой-то ситуации, и они взаимностью ответили. Дорогие друзья, это, знаете, как любовь без взаимности. Если нету оттуда отдачи, уже любое желание помочь народу умирает. Отдачи там не существует. Они приходят, у меня берут, идут меня хаять, сколько можно. Идите к чертям. Хотите сдохнуть в нищете? Сдохните там.
Генри Форд что сказал? Если человек хочет умереть в нищете, не надо ему в этом мешать. Может быть, это его заветная мечта. А мы хотим насильно? Нет, насильно, вот знаешь, насильно берем. Нет, ты будешь ты будешь жить хорошо, ты должен хорошо жить, потому что так надо, вот слушай меня, сделай то и это, хватит. Они дальше будут ныть и пускай сдохнут все. Я устала. Вот такому роду помогать не надо. Может быть, это мне и наказание за того, что я помогаю тем людям, которые должны закончиться уже, понимаете? Они должны закончиться уже как люди и как род. А я пытаюсь им помочь. И за это сама наказана тем, что просто выжимаюсь, я устаю. Дорогие друзья, умный человек истину сам находит. И сам делает, и сам понимает, и сидит, слушает мои лекции, и сидит очередно слушает, и сидит, смотрит, кому что помогло, и сидит, записывает, какие ритуалы люди назвали. Я все время показываю записи, я все время показываю примеры, что, как происходит, как люди сделали, после какой чистки что делали, какой был результат. Они сидят, записывают, ищут в интернете, у себя берут, распечатывают эти люди, начинают делать. И вот так вот и выходит из трудной ситуации. А я этим говорю, возьмите, сделайте такие-то ритуалы, перечисляю. Они говорят, а вы можете мне сюда кинуть, а то я не могу там записать. Довольно хватит. Больше так не будет. Я буду работать только для тех людей, которые ценят мой труд, видят. Это раз. И я буду молча заносить черный список всех, кто изначально мне показался неприятным. Больше я не сказала, я просто запрещаю тебе тратить на них нервы. Она просто переживает, что вот как бы я не хочу, чтобы вот мы выглядели как-то не в хорошем свете, что люди пишут, а мы просто заносим черный список. Я сказала, Ян, мы и так в нехорошем свете выглядим, для этого быдла. Даже если мы сутками будем помогать, понимаешь, мы все равно для них будем не в хорошем свете. Это бесполезно. Благодарности ждать не приходится и не будет никогда. Благодарны знаете кто? Благодарны те люди, которые платят своей энергией богам и получают помощь. Своими деньгами платят мастеру и получают помощь. Понимаете? Вот эти люди, они чувствуют. А те, которые ничего не потратили, они не видят, не замечают, и им все мало, и все равно я плохая, и все равно я такая-сякая. 1000 раз помоги, такие были мрази, которые мне каждый день писали. Инга, помогите в этой ситуации, вот у меня у мужа паспорт украли, помогите, пожалуйста, в той ситуации, помогите еще где-нибудь. А потом ходили, про меня говорили гадости. А потом хрен знает, что с ними случалось. Поэтому хватит, дорогие друзья. Никто не ценит хорошего человека. Я не помню, кто из голливудских актеров сказал, по-моему, Вуди Аллен, кажется. Нет, чернокожий актер. Эдди Мерфи. Он сказал, люби всех, и все будут плеваться тебе в душу. Плюнь на всех, и все будут тебя обожать. Вот и все. Реально хватит. Я не плюю на всех. Я люблю человечество, я жалею людей, я хочу делать им добро. Только с хороших побуждений человек может столько отдать, просто износить себя ради того, чтобы людям помогать. Но я хочу плюнуть уже на это быдло, на этот сброд и начать помогать достойным людям. Я хочу помогать хорошим людям. Я действительно, я не хочу, чтобы они отнимали мое время, просто отнимали мое время, мое здоровье в никуда, в пустоту. Тем более, что такие люди все равно не скажут спасибо. Сегодня они здесь, завтра в другом месте. Это бесполезно. Стараться быть хорошей не надо. Екатерина Великая сказала, когда я только прибыла в Россию, все деньги, которые мне выделялись, я тратила на подарки. А потом я поняла, что не подарками надо завоевывать, а плетью. Вот и все. Не любит наш народ человеческое отношение, понимаете? Их надо гнобить.
С них надо было брать вот так 800 тысяч и послать нахрен. И вот тогда бы ценили. А здесь бесплатно столько дают. И вот я боюсь, вы сами сделаете мне. Пожалуйста. Достали. Ни отдыха, ни спокойствия нету, ничего. И в конце еще идут, гавкают. Вот она такая, обидела, оскорбила. Сколько можно? У человека ребенок умирает, она мне... Я вам фото отправляла. И я сказала, тварь. Такое ощущение, что она прям ждет, когда она умрет, чтобы взять опекунство над внучкой и получать бабки. Потому что мать, которая понимает, что от тебя зависит жизнь ее ребенка, по крайней мере, обращается уважительно. Смотри на них, мразей. Обнаглели вообще, оборзели. Ну ты же помогаешь бесплатно, что ей там? Ну а что, я фото отправляла. Это мне надо или вам? Вопрос задаю. Все. Я вам сказала, каким образом ко мне попасть на прием. Больше я ничьи колени просить не собираюсь, мне не нужны их колени. Мне нужно было просто элементарно человеческое хотя бы уважение. Мне миллионы людей писали за эти годы, просили мне, то карту дайте, чтобы мы вам что-нибудь отправили, вот мы хотим поблагодарить, мы взяли ваш ритуал, он помог. Я говорю, нет, я все это бесплатно. Хотите благодарить кому-нибудь из приютов, отправьте денег, покормите бездомных животных. Я никогда в жизни не была падкой на деньги. И не в деньгах дело. Дело в том, что просто высасывает мою кровь. А я устала. Я вам не донор. У меня своих трудностей и своих дел достаточно. Вон книгу никак не можем выпустить. Вон 4 утра я сижу, снимаю ролик об этом, а могла бы что-нибудь интересное снять. Я о характерниках уже сколько дней пытаюсь снять, никак не могу, потому что сил нету просто человеческих, не доходят руки. То один раз объяснила, второй раз, третий раз. Бесполезно это все. Это все бесполезно. Я вас буду блокировать. Все. Всех. Просто блокировать, выкидывать без лишней нервотрепки. Я не хочу тратить на вас свои нервы. Выкидывать и все. И уделять время нормальным людям. Я устала. Все. Всем удачи.